Марк никогда раньше не видел, чтобы животные вели себя странно, но тут появился огромный медведь и стал приходить к его дому каждый день. Он стоял у окна и смотрел на мужчину, а затем, как будто желая чего-то, возвращался обратно в лес, оставляя Марка в недоумении. Каждое утро он находил следы мощных лап у своего дома, и это заставляло его задумываться о природе и ее обитателях. Марк никогда не обращал на это внимания, пока однажды, руководствуясь торжеством любопытства, он не решил выйти за порог, чтобы самостоятельно исследовать странное поведение медведя. Это было новое начало для Марка и его семьи, которые переехали в новый дом недалеко от леса. Они мечтали о жизни в гармонии с природой и о том, чтобы их дети ощутили всю красоту и важность окружающего мира. Марк всегда любил природу и хотел, чтобы его дети были как можно ближе к ней, поэтому он был очень доволен своим новым домом. Первые 2 дня прошли замечательно, родители много гуляли, а дети весело бегали по зеленой траве и играли в прятки за деревьями. Вечерами они устраивали семейные посиделки у костра, делая маршмеллоу и рассказывая истории. У них было чувство, что они наконец-то нашли свое идеальное место. Но однажды, рано утром, его разбудили дети и потащили вниз, чтобы он увидел это. Во дворе был медведь, огромный и внушительный, стоявший на краю их участка с уважением, как будто ожидал, что его заметят. Это был не просто рысь или лиса, которых иногда можно встретить в окрестностях, это был настоящий гризли. Было не секретом, что в той части леса водились звери. Марку говорили, что иногда они подходили к домам, потому что чуяли еду или хотели порыться в мусоре, но никогда он не ожидал столкнуться с такой величественной и потенциально опасной тварью. Он внимательно посмотрел на медведя и заметил, что тот не проявлял агрессии. Вместо этого медведь просто оценивал ситуацию. Его черные глубокие глаза блестели на солнце. Стоит также отметить, что дом Марка был в основном сделан из стекла, но архитекторы хорошо знали местность и предусмотрели все возможные риски, поэтому стекло было полностью армировано. Даже если бы медведь подошел слишком близко, он точно не смог бы проникнуть внутрь. Марк объяснил это своим детям, и они, полные восторга, восприняли это как отличную возможность увидеть медведя вблизи, но без какого-либо риска. Когда они подошли поближе, чтобы рассмотреть медведя, животное, казалось, поприветствовало их, наклонив голову и слегка потянувшись вперед. Было похоже, что медведь звал их подойти ближе, и они так и сделали, не в силах сдержать восторженные крики. Но когда они сделали пару шагов вперед, медведь внезапно подпрыгнул и направился в лес. Марк и его дети остались стоять на месте в замешательстве. Когда хищник чуть углубился в лес, он снова повернулся, чтобы посмотреть на них. Казалось, он действительно хотел, чтобы они последовали за ним. Это загадочное поведение медведя настораживало Марка. Хотя он был удивлен, он понимал природу. Дикая флора не поддается иногда логике. В следующий раз они заметили медведя, когда его жена, Белла, спустилась утром на кухню за стаканом теплого молока. Она была встревожена, увидев медведя, который, казалось, дожидался прекрасного момента, чтобы подойти ближе. Марк и дети рассказали ей, что видели животное и раньше, но она не верила, подумав, что это лишь очередная шутка. Теперь, увидев медведя воочию, она поняла, что это правда, и была так зла на Марка. «Как вы можете оставаться в том доме, зная, что медведь приходит к нам?» Звучали ей слова с возмущением. Зло и разочарование смешивались с беспокойством о безопасности их детей. Это стало стрессовой ситуацией для всей семьи, но Марк не собирался сдаваться. Он решительно подошел к своему плану и был полон решимости разобраться в том, что происходит с медведем и почему он так странно себя ведет. После 3-го визита медведя Марк понял, что тот приходит не просто так. Было очевидно, что медведь надеется на нечто большее. Поэтому, собравшись с духом, он решил подождать у стеклянной двери
Следующим утром медведь снова появился и повторил то же самое, что и раньше. Остановился у дома и посмотрел на него, будто ожидая реакции. Марку стало ясно, что медведь действительно хотел, чтобы он последовал за ним. Но почему? Что-то внутри него хранило тайну, злило его внутри, но также и возбуждало. Что-то кричало ему, чтобы он последовал за животным. И все же, его инстинктивная осторожность не позволяла ему быстро двигаться вперед. Когда Марк наконец приблизился к двери, медведь развернулся и побежал в лес, а затем остановился, ожидая, пока человек последует за ним. Как вы можете себе представить? Марк был очень нервным, когда вышел из дома, поэтому он держал некоторую дистанцию между собой и хищником. Это было легко, потому что каждый раз, когда Марк следовал за медведем, тот уверенно продвигался вперед, вглубь леса. Может быть, медведь необходима помощь? Но также что, если медведь просто заводил его глубоко в лес, чтобы напасть? Каждая минута казалась вечностью, и, несмотря на свой страх, 15 минут Марк следовал за медведем, и чем дольше он это делал, тем больше его любопытство разгоралось. Он действительно хотел узнать, что происходит. Тропа, по которой шел медведь, казалось, вела через лес, но им не нужно было расчищать путь, чтобы продвигаться по ней. Казалось, кто-то или что-то уже прошло по ней, расчищая дорогу для дальнейшего движения. К удивлению Марка, чем дальше они шли, тем больше он видел признаков того, что здесь уже были люди. Это была не такая нетронутая местность, которую он ожидал, когда переехал, но это был не просто следы животных, были доказательства жизни. Вдруг Марк понял, куда они направлялись. Вдали он заметил деревянную хижину. Это была хижина его соседа, которую он еще не успел посетить. Поскольку дома в той местности были уединенными, они не встречались ранее. Все жили довольно далеко друг от друга, поэтому знакомство с соседями было немного сложнее. Он знал только то, что в той хижине живет мужчина, который, как он слышал, не против общения. Но как мог быть связан этот человек с медведем? Марк не мог понять, что происходит. Более того, он был немного рад, что медведь привел его туда. Может быть, сосед сможет помочь ему уйти от медведя или напугать животное, чтобы он смог вернуться домой. Но когда Марк подошел ближе к хижине, он услышал, как его сосед кричит изнутри, и тревога охватила его. «Помогите!» – раздавался его тревожный голос, полный паники. Марк мгновенно понял, что медведь не просто так пришел за ним. Внезапно дверь гаража открылась, и в тот момент, когда Марк стал ждать, он увидел другого медведя, лежащего на полу гаража. Так вот, что так встревожило медведя. Это был маленький медведь, что навело Марка на мысль, что медведь, который привел его сюда, был матерью, а животное в гараже – ее детенышем. Пока животные воссоединялись, Марк поспешил к соседу, чтобы узнать, что произошло. К его удивлению, сосед, который знал о местных диких животных, не испугался медведей, а напротив, испытывал глубокую симпатию. Около часа назад мужчина действительно нашел больного медвежонка в лесу. «Я предположил, что его мать оставила его», — объяснял сосед, чувствуя вину за то, что принял такое решение. «Я не мог оставить его одного, поэтому забрал медвежонка домой. Я планировал отвезти его к ветеринару, потому что казалось, что медвежонок не сможет выжить в дикой природе в одиночку». Теперь Марк понимал, что медведица искала своего детеныша. Она оставила его в лесу, пока сама пыталась найти человека, который мог бы помочь им. Вот почему она так настойчиво стремилась, чтобы он последовал за ней, и почему не собиралась отпускать его обратно. Этот момент осознания стал важной вехой в понимании связи между человеком и природой. Марк потянулся к своему телефону, чтобы вызвать ветеринара и помочь этим животным.
Когда они дождались его приезда, медведица была перевезена во временное убежище, а медвежонок начал лечение. Как только медвежонок начал поправляться, их обоих выпустили обратно в лес, там, где они были счастливы. Марк и его семья все еще видят этих медведей время от времени. В последний раз, когда они их видели, медведи выглядели здоровыми и благополучными, гоняясь друг за другом по лесу. Мамы-медведицы больше не приходят к дому Марка, чтобы поприветствовать его. Это было замечательно для всех, особенно для Беллы, которая нервничала по поводу присутствия медведей вблизи их нового дома. Марк был рад, что смог помочь ей, но также был рад, что все закончилось. Этот опыт стал для него важным уроком о взаимопомощи. Они крепко схватились и, несмотря на все страхи, смогли создать связи, которые жили в их памяти и сердцах. Всегда удивительно, когда животные, особенно дикие, ищут помощи у людей, и эта история осталась в их памяти на долгие годы. Марк с гордостью рассказывал своим детям о том, как они смогли помочь медведям, и о том, как важно быть добрым к природе. Это было не только приключение, но урок, который всю жизнь будет вдохновлять его и его семью. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рады делиться с вами удивительными историями. До свидания.